Это видео заброс удочки прямо на вас. Прямо в вас. Так как я снова загружен, и это, скорее всего, будет продолжаться долго, у меня руки дошли и до лайтового контента. Ну да, тот, который здесь всплывает периодически. Некоторые все вспоминают мое супер старое видео про GTA 4 в сравнении с Нью-Йорком. Многие хотели бы... Ну, ладно, не многие. В общем-то, некоторые комментарии я встречаю, что некоторые люди хотели бы то же самое в исполнении с GTA 5 про Лос-Анджелес, что-то такое. И я вроде бы тоже хотел, но потом я поехал к своей бабушке отпраздновать день рождения племянника. Мы там ели, пили, праздновали. Я там думал о своем детстве, о том, какие у меня игрушки были в то время. В то время это примерно от 7 до 10-13 лет. Там я, кстати, нашел свои рисуночки шариковой ручкой. Представьте себе, что там было нарисовано. Многие из них были о расширении вселенных GTA 3 и GTA Vice City. Так что я думаю, великий автоугонщик Vice City. Не было у меня тогда GTA 5. И если посчитать от года моего рождения до выхода 3D вселенной GTA, то прошло 8 лет. GTA уже была. Другое дело, когда я ее купил и как хорошо она у меня шла на компьютере. Как я по себе определил, у всех все-таки довольно разные ощущения по поводу этой игры. Игра была классная, делать можно было все, что хочешь. Она попала четко в геймерское сердце на тот момент. Ее геймплей отвечал запросам времени. Все добрым словом упоминают музыку на радио, яркие костюмы, неоновые вывески. Удивительно, как для многих людей, чтобы почувствовать атмосферу, хватает лишь розового рассветного или закатного неба. Golden Hour в переводе с киношного. Все, небо для них уже атмосфера. Неважно где, неважно что, неважно как, главное небо. Только давайте все эти ностальгические призмы немножко отодвинем. Можно много вспоминать, травить байки про компьютерные клубы, кстати. Нет, я хочу вспомнить. Меня как раз в первый раз познакомили с этой игрой, когда меня в первый раз сводили в компьютерный клуб. Меня сводил мой дядя, который меня на 5 лет старше. Вообще... Так вот, я был одним из тех... Все видели, скорее всего, вот это. Но я почему-то видел это. Я был одним из тех, кто не понимал, а чего так пластмассово. Особенно, когда я еще раз увидел, что такое GTA 3, но это опустим. Так вот оно, на что я реально обращал внимание с самого начала. Какой-то откровенно странный дизайн карты. И с этим ощущением я прожил, вы не поверите, до сегодняшнего дня. Это лет 17 или сколько? Такая жизнь. Надо платить по счетам. Вы еще не видели полностью ролик, вы не знаете, достаточно ли он игровой, чтобы я вам тут загонял про игровую конференцию. Но это лишь информация, которая должна достигнуть адресата. Чтобы участвовать в событиях, нужно о них хотя бы знать. Образовательный портал Geekbrains, какая у меня уже по счету от них реклама, скоро они устраивают конференцию с говорящим названием Game Dev. Позже вы поймете. Люди сегодня играют много, и играть в компьютерные игры или приставки — это нормально. И я вроде как сейчас подпадаю под категорию казуальщик, что лично я считаю геймизмом. Или игризмом по отношению ко мне. Но даже для меня эта конференция подойдет. Там ждут геймеров, новичков в геймдеве, тех ребят, которые хотят вообще понять, нужно им это или не нужно. Но вот это вот самая разработка игр. Примерно такой уровень. Предполагается, что будут дискуссии, обсуждения, вопросы, как я понимаю, разжевывание всего того, что часто нужно знать на раннем этапе. Это событие произойдет 11 марта в четверг, время 16:00. Придут эксперты, вроде бы не последние люди, со своими историями о пути в индустрии, расскажут про то, как создаются хиты, про подводные камни. Давайте честно, думаю, все понимают, что эта реклама делается с целью того, чтобы вы пришли и посмотрели конференцию с такими же элементами рекламы, их курсов в данном случае. Но существует элементарная этика. Конечно, они вас будут звать к себе, но от этого полезная информация никуда не исчезнет, поэтому... Когда конфа закончится, у вас есть возможность выиграть мерч
И бесплатное обучение. Кстати, о бесплатном. Бесплатное также и участие в этой конференции. Ну, конечно, она бесплатная. Просто залетайте по ссылке, там же есть небольшое руководство, как пройти дальше. И ссылка у меня в описании внизу. Что я могу рассказать интересного со своей... Ну, вы знаете, какой у меня взгляд. Как вы видите, я немножко подготовился. Я скачал модификацию, где лежат текстуры формата TXD, скачал программу, которая умеет экспортировать этот формат обратно в обычное PNG. Собрал как пазл в фотошопе из 9 кусков, и получилась самая подробная карта из всех, которые я смог найти в интернете, примерно 6К на 6К пикселей. Город Вайс-Сити. Его спроектировали, кто-то там спроектировал, под руководством братьев Хаузер. Я не буду говорить о том, чем они вдохновлялись в культурном плане и так далее. Меня интересует просто город. Все, что вы сейчас видите, вот эти два острова. Я в Майами не бывал и, скорее всего, никогда не буду. Но никогда не говори никогда. Никогда. Что я лично могу сказать такого интересного, сидя в этой своей маленькой съемной хрущевке на окраине Москвы? А я вижу следующие вещи. Поехали. Давайте вкатимся в это. Карта Вайс-Сити. Вы находитесь здесь. Похоже на смешную картинку из интернета. Я могу это сравнить с чем? Конечно же, с Майами. Бам! Каково было мое удивление, когда я действительно нажал на вот эту маленькую надпись. Нет, Майами это вот. Еще больше удивлен я был, когда нажал на вот эту надпись. То есть в административных границах Майами и Майами-Бич — это вообще разные вещи, где видны вот эти самые агломерации, вот это бесконечное развитие вширь городов. Так это на примере городов американских. Вот Майами, а вот все остальное. Просто один большой город размером в 150 километров вот так в длину. Справа у нас конкретно пляж, и есть вот такие довольно богатые районы с гольф-полями и так далее. Это все и здесь есть. Вот они, те самые гольф-поля. Тут даже значочки есть специальные для того, чтобы вы мне поверили. Либо они себя ограничивали по вот этой границе, либо по вот этой границе. Точно сказать нельзя. Можно будет посчитать по мостам. То есть 1, 2, 3, 4. Как и в GTA 1, 2, 3, 4. Ну, вы видите, вы помните. Сразу видно, откуда они срисовывали Ойстер Айленд, по-моему, он так называется. Венецианские острова. То, где живут реально богатые ребята. Какой Ойстер Айленд? Откуда я его взял? Может быть, вы мне подскажете, потому что мне казалось, это Starfish. Видите, какой я супер геймер? Вообще, вы можете заметить, что и до Дубая все вот эти островные эксперименты существовали. Вот они, богачи. Блин, офигенный дом. Окей, если вот эту территорию так немножко подальше захватить, включить нормальное отображение карт, в общем-то мы видим, что вот этот остров, он получился довольно прототипическим. То есть, правда, он был действительно максимально точно скопирован из Кукожа. Что мы видим здесь еще? Так Miami International Airport. И он находится действительно снизу слева на юго-западе. Ровно точно так же, как это происходит и в игре. Далее очень четко географически находится Литл Гаити. Маленькая Гавана, маленькая Гаити у нас, по-моему, тоже есть. И вот эти трущобы, они находятся посередине. Даунтаун они вынуждены были переселить немножко наверх. В Майами он находится снизу. Увеличим немного масштаб, опустимся немножко пониже, и нам сразу в глаза бросается сетка улиц. Всегда она в американских городах, кроме Бостона и чего-нибудь еще, она всегда была квартальной. Никогда они не отходили от этого метода. Честно говоря, у меня нету ни малейшего понятия вообще, как они это все рисовали. Потому что ощущение, что это все было сделано на супер скорую руку. Игра всем понравилась. Но они ужасно не успевали сделать что-то адекватное. Ни одной прямой дороги нет. Вот все они такие. Я не хочу быть голословным. Давайте посмотрим. Нет. Максимум какие-то такие переулки. Не было ни одного основания сделать эту дорогу кривой, но она почему-то кривая, хоть она идет прямо. Даже самые прямые дороги здесь кривые почему-то. Может быть, они обнаружили какую-то новую техническую возможность, где можно вот так брать и рисовать по-живому, в отличие от того же GTA 3, где все просто вот так четенько по квадратикам расписано. Можно заметить еще одну. Довольно странно. Я не говорю, что это ошибка. Вообще все, что они сделали, это не ошибка ни в коем случае.
случае. Это все интересные такие геймдизайнерские ухищрения. Я, например, одну вам сейчас тоже расшифрую. Скорее всего, те ребята, которые долго играли в игру, они замечали, насколько здесь закольцованы странно улицы. Они запутаны буквально сами в себе. Можно начать, например, вот отсюда. Чтобы из этой точки попасть сразу на мост, не пешком, а именно на автомобиле, надо сделать крюк. Окей, здесь крюк недостаточно большой, все мои слова можно воспринять как придирку. Далее вот это место, когда мы приезжаем к адвокату Розенбергу, да? В любом нормальном городе вообще-то такие градостроительные тупейшие совершенно ошибки не совершаются. Здесь обязательно должна быть перемычка. Но они не только ее не сделали, они даже задвинули дом таким образом, чтобы просто им было немножко неудобно, скажем, ездить. Я почему-то никогда не проламывал себе путь через это место. Меня смущали вот эти самые кусты. Все, что вот они сделали, оно работало. Оно было неудобным. Они действительно нас отправляли по окольным путям. Странно? Странно. Идем ниже и анализируем вот этот кусок города. Если вы присмотритесь, то обратите внимание, что сетка построена по принципу кирпичного рисунка. Хорошо, вот, значит, дорога идет и упирается в задворки, через которые можно, в принципе, тоже попасть на другую сторону квартала. Касаемо всех остальных участков, ровно каждая перемычка упирается либо в какое-нибудь здание, либо в забор. Я сделал немножко по-видимее всего то, что рисую для вас. Здесь Т-образный перекресток, здесь Т-образный перекресток, здесь Т-образный перекресток. Адекватный перекресток, вау, мы его встретили. Вот это все наводит меня лишь на одну мысль. Еще хуже, с транспортной точки зрения нарисовать, наверное, невозможно. А для чего это было все сделано? У меня есть гипотеза. Чем больше ты наворачиваешь игровых километров по вот этой карте, тем сильнее твое ощущение, что город действительно большой. Искусственно навязанное ощущение масштабности. Я, наверное, правда почувствовал себя преподом, но мне вот стало интересно отметить все места для себя, которые я считаю интуитивно непонятными человеку и, в принципе, даже автомобилю. Я имею в виду водителям. В мой список неинтуитивности должны сейчас попасть Т-образные перекрестки, все странные врезки дорог, какие-то повороты молниеобразные, все самые непонятные, в общем-то, неоправданные, как мне кажется, места. Ну, типа, сфига ли вот эта дорога, например, не идет напрямик вот таким образом? Почему здесь нельзя было завершить квартал? Да. И это только первый город. Наверное, я даже и второй город сделаю сейчас. Почему мы с моста не можем проехать вперед? Почему нельзя было проложить вот здесь дорогу? Почему здесь не было изначально перемычки? Почему здесь нет моста? Причем, наверное, вы можете задуматься о том, что это просто мое какое-то чувство перфекционизма, но вообще-то нет. Это расход энергии не только человека, но и автомобиля. Это расход его бензина, это рулежка постоянно вправо-влево, это потеря внимания. Также я бы мог сюда еще приписать и неудобства для общественного транспорта, если вы о нем забыли. Для автобусов это одище. Есть только вот к Гаити у меня могут быть какие-то претензии, но здесь с исторической якобы точки зрения можно как-то и оправдать. Якобы тут вообще богом забытый район, и тут они себе наворотили какую-то систему и в ней живут, и никому не удобно, но все согласны. Т-образный перекресток, Т-образный перекресток, Т-образный перекресток. Та-да, будь это настоящий город, активисты бы обругали это просто в минусину. И я молчу о том, что здесь, почти нету пешеходных переходов. Но нет, правда, это фигня на самом деле, это мелочь, и если действительно обращать на нее внимание, если я на нее буду обращать внимание, мне кажется, можно меня списывать, это шиза. Как бы игра такого-то года, они четко отдавали себе отчет на что будет работать как декорация, а что не будет работать. Нафига здесь пешеходные переходы? С позиции игры не нужны. Но я все равно замечу, что никто с левой части улицы на правую не перебегает. У них просто не простроены маршруты. Жителям Vice-City, по идее, нельзя подойти к пляжу, не нарушив закон. Ну и чем занимаются полицейские? Чем ты занимаешься? Пешеходные переходы нету? Пешеходный переход... есть, отчерчен белыми полосами, да отвяжитесь. Так, на протяжении улицы пешеходного перехода нету, здесь пешеходный переход есть, нету, есть. Пешеходного перехода нету, здесь нету. Нету. Все понятно. Так.
Меня лампа подвела, она начала мигать, а потом она мне просто надоела. Так вот, более для меня невыносимая вещь — это мертвые территории. Я на них обращал внимание, и будучи маленьким геймером, я на них обращаю внимание и сейчас. Что вот это за место? Как оно охраняется? Кем оно используется? Что это за место? Как оно используется? Кто там гуляет? Что здесь самое главное происходит? В том вот месте, где мы с вами сокращали путь, проходя какие-нибудь гонки, мы там постоянно сокращали путь, это я помню. Здесь что такое? Здесь, и ладно, первый остров. Самые серьезные претензии у меня к острову номер 2. Чего это такое? Что происходит здесь? Что вот это за задворки? Кому они нужны? Почему они никак не используются? Про вот этот кусок окей, я молчу. Обособленная территория, пром, мусор, что вот тут у нас находится, а что могло бы находиться? Почему тут ничего нет? В этом месте ничего нет, но так уж и быть, рядом военная база, и эти все военные люди, им нужно со своей паранойей держаться подальше. В конце концов, получается так. Для меня это всегда являлось кусками сырого геймдизайна. Ну никакого оправдания им нет. Ну взгляните на них. Блять. Ну поясните мне, ну вот что здесь делать? Что здесь делать? Моя исследовательская натура все время страдала. Что? Берег что? Стена. Берег. Ни дороги, ни инфраструктуры. Приехал, уперся. Окна, асфальт. Это все настолько декоративно. Мы все время катались только по главной улице, на которую я сейчас выехал. Но моя исследовательская жилка, она всегда просила еще. Я хотел выехать куда-то дальше, за пределы. И все мои ощущения в этот момент просто рушились. Потому что забор что опять? Типа доки что? Куда я приехал? Куда? Декорация. Место для бомжей-насильников. Ссаный угол. Тюрьма. Чего угодно. Кроме города. Я даже проехать не могу. У меня примерно те же ощущения. Путите. Ничего, кроме как вернуться обратно и проехать через ту узкую щель у этого зеленого убогого дома советского. Я вернусь назад. Стой! Нет. Стадион. Тут вообще от урбаниста. Будто здесь правда должен был стоять какой-то юнит, а получился бассейн в итоге вместо Дома Советов. И можно продолжать без конца. Второй город — это убожество. Поясните мне за этот канал. Начинается из ниоткуда, заканчивается нигде. Знаете, у меня даже вот родилась локальная шутка, вот правда. В любой непонятной ситуации ты просто пишешь, что это паркинг. Непонятный клочок земли, а нет, это паркинг. Паркинг. А у вас есть сомнения? Бутики модные, активный фасад. С видом на паркинг. Эй, йоу, move! Мне нравится, что ручник на воде тоже работает. Следующая претензия у меня есть к фасадам первых этажей. Где они? Я просто вижу бесконечное сочетание однотонных, монотонных текстур и какие-то вечные подъемы на один этаж вверх. Я не ощущаю здесь города, типа ни окон, ни дверей, ничего нет. Хорошо, есть 2 витрины и 2 двери, но неужели на всем первом этаже больше никто не живет? Для меня это очень важно, например. Здесь то же самое, но это практически одно. Но здесь и на 2 этаже тоже ничего нет. И так везде я могу набрать вам очень много примеров, где больше всего должно находиться всяких окон и проемов, это как раз и есть первый этаж. Ни в коем случае по-другому не должно быть. На 1 этаже первый этаж — это самый главный этаж в жизни человека, на него надо в первую очередь обращать внимание. Здесь все перевернуто с ног на голову. Я ведь даже оправдать это для себя не могу. Элемент исследования вообще в этом сеттинге, в сеттинге вот игры GTA, он был действительно, это трудно отрицать, но то, что сделали в ответ вот этому желанию исследовать, не входит ни в какие рамки. Дом, прошу вашему вниманию, дом,
без первого этажа вовсе. Эта ТЦшечка, как говорят, тоже еще одна отсылка. И даже не просто к молам 80-х годов и культуре потребления, хотя и к ним тоже. Был такой фильм «Рассвет мертвецов». Вкратце, несколько выживших скрылись от ходячих мертвецов в торговом центре. Такой смешной фильм, честно говоря. Правда, конкретную цитату я все-таки нашел не в этой игре, а в приквеле. А чтобы дойти до этого момента, мне пришлось замучиться и пройти где-то миссии 10, что ли. Причем, знаете еще в чем дело? Взяв геймпад Defender за 300 рублей и сломав себе глаза, я еще вспомнил все эти изменения, которые в городе произошли именно в этой версии игры. Многие из изменений говорят о том, что эти пробелы, про кои шла и будет еще идти речь, разрабы осознали как ошибки. Многие исправления находятся именно в тех местах, о которых я высказываюсь отрицательно. В этой игре, где сюжет происходит за несколько лет до того, как откинулся Томми Версетти, объясняют их с точки зрения того, что якобы что-то строится, а что-то наоборот скоро снесут или даже взорвут. В неудачные места неон добавили, ну и прочее. Все вот хейтят эту игру, а по дизайну карты она во многих местах круче. Да, обращайтесь еще за моим очень важным мнением. Стой, ты чего две сплошные пересекаешь, девочка? За это конфискую. Мертвый фасад, мертвый фасад. Мертвый фасад, мертвый фасад. Парковочное место для грузовика. Дверь ростом с 2,5 человека. Окно ростом с 1,5 человека. Да. Да. Все лишь подтверждает мою теорию, что это склепано все просто на мега огромной скорости, очень быстро и в народ прям пуф, пока не поздно. А еще я бы сказал, что для меня чересчур. Окей, одно дело дублировать фасады, да, но я имею в виду текстуру вот этих витрин, хорошо. Но другое дело дублировать целые дома. Я сейчас на улице Ocean Drive, по-моему, так это называется, насчитаю, наверное, целых 3 вот таких колони-отелев. Нет, вот он. Ладно, 2. Беру свои слова обратно. Возможно, это филиал, возможно, это франшиза. Там 2 отеля вот таких одинаковых стоит. Обратите внимание на вот это зеленое здание. Диакон отель, Диакон отель. Вот этот зеленый. Раз. Вон еще зеленое вот это вот здание торчит. Диакон отель. Это уже номер 2. Диакон отель номер 3. Стоит отдать должное, они их разместили так, что в принципе, когда ты едешь среди этих декораций, ты не замечаешь. Короче, это все можно считать придиркой, но это все в копилочку. Для знающих людей связь этой игры и стиля ар-деко, это очевидно и не требует никакого объяснения. Но для меня, как для некогда обывателя, было необычно осознать тот факт, что Майами-Бич, а соответственно и Вайс-Сити, как раз пропитана стилем, который родился во времена между 2 мировых войн во Франции, назвал себя Streamline Modern и стал американизированным ответвлением. А я вам больше скажу, он вобрал в себя мотивы греко-римской архитектуры и вдохновлялся фавизмом, кубизмом, доколумбийской Америкой и роскошными египетскими мотивами гробницы Тутанхамона. Ее открытие взбудоражило весь мир в то время. Стиль, который мы сейчас ассоциируем с небоскребами Нью-Йорка, Метрополисом, Бэтменом, Великим Гэтсби в игре 2002 года. Хотя вряд ли они об этом думали вообще. Вот настолько это можно все раскопать. Ocean Drive знаменит в первую очередь комплексом зданий, рестиков и отелей стиля ар-деко, возведенными в 20-30-х годах. О боже, когда я говорю слово 20-е, я уже начинаю задумываться. Насколько я понял, за пешеходизацию этой улицы сейчас идет борьба. Ага. И тут мы не оставим ваши машинки в покое. Пилотный проект по закрытию ее от машин уже имел место и показал некоторую эффективность. А когда я заметил, сколько здесь заборов. Я вам все покажу, Повышенный грунт. Грунт находится выше, чем тротуар. Непорядок, будет так же грязно, как и в России. Ладно, так, забор. Короче, вы поняли схему. Тут. В особенности возмущали примерно вот какие-то такие задворки. Раз, 2. Очень много, ребята, они по всему Вайс-Сити. Эй, йоу! Бля! Я думал, я там проеду. Куча задворок. Паркинг. Паркинг. Мы нашли его.
Забор. Забор забором погоняет, а паркинг, да, простите. А мне даже говорить ничего не надо, вы сами все видите. Ой, паркинг. Жажду объяснения. Ну куда ты плывешь-то, блин? А вот куда ты реально плывешь? Ты, вот чего это? Что это? Давайте лучше ее возьмем. Ну я же не ошибусь, если скажу, что здесь нету рампы для этой машины, да? То есть, ну, как она сюда заехала? Если по мелочам немножко пройтись, то... Да, окей. Заборы... О, на мостах не помешало бы. Ну, как бы это же мост... Там... Можно упасть. И вот, значит, транспортная ситуация. Сколько здесь можно уместить машин? Если посмотреть, то 4. Это ж все-таки не одна полоса. Здесь четко хватает на 2, а то сюда и всякие другие инфраструктурные элементы тоже, скорее всего, влезут. Можно упомянуть велодорожку, но должны понимать, что она же не только для велосипедов, она также и для СИМ, средства индивидуальной мобильности, например, самокаты, большие карго-байки или, например, доска, скейтборд или вот лонгборд, на котором я катаюсь. Мне велодорожки нужны. Я требую мэрии Vice-City велодорожки. Здоровая широкая дорога в итоге сокращается и становится намного уже в районе клуба Малибу. Получается то самое пресловутое бутылочное горлышко, между прочим. Здесь у нас имеется широкая дорога на протяжении всего Ocean Drive. С чего разработчикам вдруг пришло в голову, что там нужны такие магистрали? Не знаю. В целом по всему Vice-City вот дороги с однополосным движением, они по 4 метра в каждую сторону. С игровой точки зрения это правда адекватно как бы. Машину нужно обгонять, особенно в такой игре как GTA. Вы видите эту музыкальную паузу, если мне не зарубили видео авторским правом. Я устал стоять, устал. Наверное, самая мозговыносящая для меня вещь — это пляж. Это такая большая пустыня. Откуда они взяли такие масштабы? Это огромный кусок, площадь всего вот этого песочного покрытия больше, чем, наверное, вот эта вот материковая часть города. Я же не говорю про острова и гольф-поля и так далее, она просто здоровая. Даже в этом самом Майами-Бич. Возьмем самую широкую часть, которую я вот здесь вижу, наверное, вот это или вот это, да, вот это самая широкая. Чтобы максимально натянуть результат, я возьму и начну считать отсюда. 240 метров. Хорошо. В широкой его части 300 метров, когда нужно перейти проезжую часть в неположенном месте, потом перейти вот эту вот зеленую полосу и пройти к воде. 350 метров. Что поделить на скорость человека, и получится где-то около 4 минут. Но простите, вам нужно идти по песку, а он сыпется. 10 минут вы идете до воды, в том числе и по раскаленному песку, и когда солнце в зените. Это пустыня Невада. Если ты остался здесь без автомобиля, например, это так выматывало вернуться обратно. Боже мой, пустынная, отвратительная, мертвая среда. Я просто сейчас представил, как мне будет плохо, если я пойду вот так вот, не поперек этого пляжа, а вдоль. Я, когда был мелкий, играл, наверное, пару лет в эту игру, только в нее одну. GTA 3 почему-то у меня рывками вот так вот шла. К слову об оптимизации. Все эти 2 года я добивался какого-то адекватного состояния игры.
У меня были диски PC Gamer, Игромании, как раз когда туда еще клали всякие модификации. Настолько я много туда всего запихивал, что у меня даже Эйфелева башня стояла в районе Малибу. У нее отсутствовала коллизия, просто была текстура, которая возвышалась вверх. Исходя из моего желания вот это все исправить, я ставил просто тысячи модов. У меня ломалась игра, и я заново ее ставил. Но ведь есть такие ребята, я не знаю, которые по 3 часа, это в том числе и я, которые по 3 часа устанавливают модификации на Oblivion или Skyrim, а потом играют 15 минут и забрасывают это к чертовой матери. Вот ровно это было в моем детстве. Да. И никакого результата в итоге вот для себя приемлемого я не добился. Мне типа все время было мало. Единственное, что максимально близко приблизилось к тому, что мне нужно, это была такая глобальная модификация. Когда ты ее сам полностью ставишь как отдельную игру, это была GTA Vice City. Ментовский беспредел. Почему-то я еще думал, что она называется GTA Самара. О господи, как это весело было. Короче, всякие делюксы и киллер-кипы, это все была фигня по сравнению с GTA Самара. Там добавили целый остров сверху карты. Практически такой же полноценный остров, типа с сельской местностью. Расширили вселенную, сделали то, чего я не мог. Вот этот 13-14-летний мальчик не мог сделать. Дальше это все не ушло, мне все-таки купили компьютер. Что-то как-то я его обновил, и там пошла GTA San Andreas, и да, тебе не показалось. Ты поймал меня с поличным, поздравляю тебя. Да, вот этот молодой человек синхронно переозвучил 25 минут своего же голоса со всеми вздохами и смешками. Просто потому что звук получился, как будто ты сам себе на голову ведро надел и там разговариваешь. А еще потому, что ему очень тяжело дается запись в режиме онлайн, и он не хотел переделывать все то же самое. Там и дикция страдает, и вообще все нутро страдает. И меня заинтересовало, вообще были ли у вас какие-то подозрения. Короче говоря, Marvel позвали меня озвучивать в фильме нового персонажа. И у меня, увидев вот это все, руки чешутся. Я записал это видео, и оно является скорее просто основанием для того, что я бы хотел сделать еще. Давайте так, если вам интересно, и если я не встречу никакого суперсерьезного негатива на этот контент, я переименую это видео в первую часть и выпущу часть номер 2. А название его будет «Благоустройство Vice City» или «Vice City спустя 35 лет». Оставляю себе право выпустить это видео не на следующий день, может быть даже не на следующий месяц. Я не стал сразу выпускать все в одно большое видео. И вообще-то я почти уверен, что вы меня поддержите. Да. Я даже не буду врать, что одним из поводов этому является и моя корыстная экономическая причина. Плюс ко всему, YouTube тебя начинает не уважать, когда ты долго не выпускаешь то, что ты выпускаешь. Проще разделить это на какие-то куски и подать порционно. Дать и той, и другой теме немножко раскрыться. Сейчас ставьте лайк или дизлайк, а также по желанию напишите мне комментарии, для меня это важно, я их читаю. А также мне интересно прочитать, что, в общем-то, вы мне напишите по поводу вот этого продолжения, по поводу того, что я вам сказал. Ну и, конечно, подписывайтесь. Но только если вы точно понимаете, чем я здесь, вот на этом канале занимаюсь. Потому что я не знаю. Люблю всех, кто башляет мне изредка. Также обожаю своих патронов. Вот эти стойкие ребята. Ну и до следующего раза.